Все ждут Classic Plus, но он уже здесь, и в этом году достиг совершеннолетия. Burning Crusade Anniversary — это тот самый Classic Plus, который вы просили. You are not prepared. Привет, любитель классического мира Warcraft. Если ты ждал официального Classic Plus, то сейчас лучшее время вернуться в Азерот. Изменения, которые Blizzard несли на сервера Anniversary вместе с улучшением ПК Classic 2021 года, сделают твой опыт в игре поистине уникальным. Итак, начнем по порядку. Какие изменения внесло первое дополнение в игру? Благодаря балансу классов, каждая специализация стала играбельной. Будь ты совой, ретриком или шадоу пристом, тебе были рады в рейде. С боссов падали не тировые предметы, а токены, которые ты менял на сетовый гир, заточенный под каждую специализацию. Это серьезно влияло на играбельность ранее мем-спеков. Дриньей сделали доступными шаманов для Альянса, а эльфы крови — паладинов для Орды. Больше не было необходимости выбирать фракцию только из-за ее доминирования в ПВЕ или ПВП. Новое поле сражений Ока Бури, арена, мировое ПВП в Награнде, предметы с устойчивостью. Все это вывело ПВП опыт на совершенно иной уровень. Появилась новая профессия — ювелирное дело, и были доработаны остальные профы. В отличие от классики, где инженерия фактически обязательна для успехов ПВП и ПВЕ, в БК каждая профессия стала востребована, в зависимости от твоей специализации. Правда, было одно но. Для Минмакса почти все рейдеры качали кожевку и использовали барабаны битвы по очереди. Баф был слишком силен, чтобы его игнорировать. В Burning Crusade Classic 2021 года разработчики внесли несколько важных изменений. Разберем самые значимые. При использовании тех самых барабанов кожевника на всех членов группы теперь накладывался дебаф на 2 минуты, при котором они не получали усилений от повторного использования барабанов битвы. Так что на группу нужен был лишь один персонаж Leatherworking. При входе в рейд мировые усиления автоматически диспелились. Больше всего от этого пострадали воины, что сказалось на их популярности в рейдах. Попасть в подземелье крепости Бури стало возможным только после изучения Expert Raiding, в отличие от ванилы, где достаточно было просто подсамонить членов группы без флаймаунта ко входу в данж. Большинство подземелий ПК доработали так, что АОЕ Магафарм стал крайне сложным занятием, а количество опыта, которое делится на группу, значительно снижалось при большом разбросе уровней. Благодаря этому эффективность бустинга упала, а абсолютный вин для экономики. Знаки справедливости, за которые покупалась бисовая экипировка и расходники, не падали с боссов почти до конца дополнения, что серьезно увеличило популярность героиков. Зачарование колец и персональные гемы для ювелиров теперь требовали вкачанной профессии для получения бонуса. На ваниле минмаксеры качали эти профессии, получали усиление и сразу сбрасывали. Я прошелся лишь по самым значимым нововведениям в БК Classic. А теперь разберемся, что же делает TBC Anniversary тем самым Classic Plus. Безусловно, самое важное изменение — это добавление двойной специализации. Доступна она с 40 уровня и стоит всего 50 золотых. Наконец-то можно наслаждаться как ПВЕ, так и ПВП контентом, не тратя время и золото на перекачку талантов по нескольку раз в неделю. Хил может респекнуться в ДПС и фармить в открытом мире. Легче найти группу в подземелье, если у тебя есть вторая специализация целителя или танка. Проще найти место в статике. Например, ты хочешь играть ретриком, но при необходимости можешь офтанчить. Или ты всегда хотел поиграть за жреца тьмы, но на случай сложного босс-файта у тебя есть холи ветка в запасе. Больше всего от этого выигрывают гибридные классы. Кстати, про выбор классов Burning Crusade Anniversary с учетом текущих изменений я расскажу в следующем видео. Подпишись, чтобы не пропустить. Blizzard забанили столь популярные в классике Gold Beat рейды еще с сезона открытий для борьбы с РМТ, ботами и инфляцией.
Теперь, если хочешь осваивать PvE контент, лучше ищи ламповую гильдию или статик заранее. А как ты относишься к GoldDKP? Пиши в комментах. Удобная система для подбора группы в подземелье, которая при этом не делает опыт данжей бездушным, как в Wrath of the Lich King. Игра не создает группу за вас и не телепортирует в подземелье, но ее функционал и удобство стало лучше, чем было в ванильной версии БК. Надеюсь, команда Classic оставит LFG без изменений. Мгновенная почта между персонажами на одной четке. С полезностью этой фичи никто не поспорит. Баланс фракций на PvP серверах. Система не позволяет создавать персонажей за Орду или Альянс в зависимости от текущего баланса. Ни одна из сторон не будет иметь численного преимущества. Если ты хочешь создать персонажа, делай это заранее, а не на припатче, когда баланс может резко сместиться в сторону одной из фракций. Слои тоже балансируются 50 на 50, и иногда члены твоей группы не могут попасть к тебе на слой. Помню, в сезоне открытия это был тот еще геморрой, особенно при попытке сделать руны рейдом. Надеюсь, разрабы пофиксят это в БК. Blizzard точно не остановится на этом и введут еще больше улучшений в TBC Anniversary. А какие изменения хотел бы увидеть ты? И каким был твой опыт Burning Crusade? Поделись в комментариях. Если видео было полезным для тебя, жми лайк и подписывайся на канал. Так я пойму, что тебе интересна тема БК Anniversary. До встречи в Запределье. TBC Hype, TBC Hype.